Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз. Что по судьбе, что случится, что произойдет до конца зимы, месяца январь и февраль 2026 года. Как изменится ваша жизнь, как прояснится, быть может, ваше дело или решится ваш вопрос. В целом, что будет меняться на протяжении января-февраля. И у нас планетарные транзиты таковы, что могут еще в январе месяце многие вопросы где-то задерживаться, быстро не решаться, дополняться какими-то новыми сведениями, обстоятельствами. Могу предположить, что где-то можем надеяться на своеобразный прорыв, но это уже скорее после 4 февраля. Скорее всего, выводы мы какие-то все равно с вами сделаем, но это не обойдется без некоторых задержек. Но ведь это может и говорить, что какая-то правда откроется. Или, знаете, как выяснится некоторые обстоятельства дела, вопроса вот здесь, вот так вот как-то планомерно. В любом случае, мы подводим какой-то итог. Потому что, опять же, планетарные транзиты для нас складывают, даже если складывают историю дежавю, но, значит, настала пора нам с чем-то определиться. И, значит, для нас жизнь пойдет с более правильной ноги. Вот такой период зимний сам по себе. Ну, давайте с вами узнаем. И на картах пасьянса мы смотрим именно события, с которыми вы столкнетесь или которые случатся в вашей жизни. Может быть, это, знаете, как отправная точка, пункт вашей жизни, как новое, как с чистого листа. Может быть, для кого-то буквально так. Но посмотрим. Даже сферы жизни, может быть, в которых вам придется принимать важные решения. Вот с чем могут быть связаны перемены? Ну, может быть, и с кем. Смотрим. А у вас, тем не менее, исполнение желаний. Но это, знаете, всегда, когда корабль выпадает, в этом пасьянсе значение исполнения желания. Но это ведь один из символов Меркурия и перемены, поэтому будьте готовы к тому, что корректировать-то, скорее всего, что-то придется. Смотрим дальше, что там для весов. Вы знаете, прежде чем что-то у вас исполнится, очень много пустых разговоров. Мельница– это пустые какие-то, знаете, ну, может быть, кто-то свои предположения выдвигает или дает вам советы. Вообще, лучше всего быть немножко самому по себе или самой по себе, чтобы меньше путаницы было, потому что, знаете, как люди иногда с толку нас могут сбить. Ну, конечно, если мы в чем то убеждены, так мы и никто нас не собьет, правда? А вот если мы находимся в каком-то внутреннем раздрае, в сомнениях, вот тогда это сделать очень легко. Вот смотрите, тут будет, кто знает, иногда нам жизнь дает альтернативные варианты, мы абсолютно уверены, что нам нужно поступить именно так. А проходит какое-то время, происходит событие, такое ведь бывает в нашей жизни, мы понимаем, у нас что-то там не случилось или не произошло, не состыковали мы что-то. А в принципе-то вот на данный период времени мы понимаем, что и хорошо, что так случилось. Вот я такую метаморфозу не исключаю, потому что, ну, таковы как будто именно исполнение желаний при пустых разговорах, понимаете? И у кого-то из вас вот тут по-разному будет, да. Кто-то действительно просто доведет какое-то дело до ума и получит результат, и скажет себе, что да, вот я сделал все, что мог, и мое желание, вот, ну, в каком-то эквиваленте оно все-таки сбылось. Но я такое не исключаю, что сбывается ваше какое-то желание или решается ваш, мои дорогие весы, какой-то вопрос, но альтернативным путем. Молния. Это всегда молниеносное известие, буквально. Хотя для кого-то из вас это известие может касаться какой-то денежной темы. Может быть, это вам самим придется, ну, так менять немножко свою конфигурацию или отношение к деньгам, или решать какой-то денежный вопрос. Не исключаю, может быть, придется какие-то проплаты делать. В целом нам говорят о деньгах. Конечно, это для кого-то будет означать, когда финансовая история как на подъем идет, да, или получение конкретно какой-то суммы. Ну, это понятно, до конца февраля, конечно, какая-то сумма придет. Но здесь может быть что-то такое более ёмкое, значимое, когда требуется именно определенная сумма денег. Не банальный какой-то
платеж или ежедневная покупка, а что-то такое на кону более значимое. Может быть, это и вопросы, которые касаются работы. У кого-то ведь и так, когда вы ищете работу, в принципе, тогда я вижу варианты, можно найти работу. Тогда рассматривайте, все равно советов будет очень много. То есть вот посмотрите, не все так однозначно. Желание может исполниться, но вокруг досужие мысли досужего человека, да, как у Кларка Джерома. Ай, ну вот как-то так вот. Давайте посмотрим, что же до конца вам все-таки расскажут. Тем не менее, вот смотрите, солнце. Солнце– это ясность, и это непростая ясность. Здесь не просто перемены, да, вот как прелюдия перемен. Но, видимо, к концу февраля тут, знаете, вы можете получить две какие-то новости. Понятно, что вы будете принимать, может быть, не единожды какое-то важное решение, что-то пересматривать, корректировать. Приготовьтесь к этому, мои дорогие весы. Но, видимо, вот это солнце, оно само по себе означает добрые перемены. И какие бы, значит, тут ни происходили с нами метаморфозы, все равно для нас складывает судьба какую-то лучшую палитру жизни. Конечно, бездействовать нельзя, потому что всегда, когда особенно, знаете, так немножко в противоречии выпадают значения, стало быть, у нас есть выбор. Поэтому кто-то будет сидеть и слушать, что там ему советуют, да, а тут нужно как-то действовать. Или когда вы можете поддаться, может быть, на уговоры кого-либо, почему нет, и упустите какой-то важный момент. Но вот видите, видимо, то, что должно быть закончено, то, что не имеет продолжения прогресса, оно все равно идет как к обнулению, к завершению. Вот посмотрите, как будто перемены, да, и солнце, и прояснение какой-то ситуации. И солнце– это ведь выбор правильного направления, или вы с чем-то определяетесь. И вот этим задачам или намерениям, целям, которые вы поставите, вы будете, смело говорю, уделять 6-8 месяцев внимания. Почти до конца 2025, поэтому до конца зимы. Вы как определяетесь, и потом какое-то дело, оно не на уровне форсажа, что 2-3 дня, неделя, все, я все сделал и успокоился. Нет, тут что-то будет несколько в затяжку продолжаться, но вам это будет нравиться. Здесь более какая-то счастливая конфигурация у вас получается. И вы, я смело говорю, можете в конце зимы уже свободно вздохнуть, как будто мы сами уже, когда вот это значение выпадает. Да, может быть, вы куда-то собирались, кто-то собирался осуществить поездку, кто-то переезд. И я могу допустить, что и вы будете это пересматривать. Потому что либо обстоятельства, либо ситуация. У кого-то это может быть и встреча, которая планируемая. Значит, и это тоже может быть где-то пересмотрено. Вы меняете, мои дорогие весы, как и маршруты, так и, наверное, свои цели, намерения и даже желания вы будете корректировать. И это все во благо. Это и к солнцу, и к добрым переменам. Смотрим, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем складывать значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И вот, в общем-то, я смотрю, и тут еще у вас, вот теперь вижу, сердце, кто-то добивается сердца. Но это, видимо, общее такое значение, это нам что-то нравится. Может быть, банально, какие-то комплименты, какое-то приятное общение, которое вы будете, ну, либо сохранять, либо удерживать, либо оно просто есть, и вам как-то, ну, радостно на душе, может быть, и так, да. Но, в принципе, сказать, что выпали какие-то другие сопутствующие значения, которые бы могли нам сказать либо о твердой позиции в этих отношениях или о каком-то надежном сотрудничестве, к примеру. Нет, такого ничего не выпало. Поэтому будьте немножко кошкой, которая гуляет сама по себе. Как-то так надежнее. Если мы поставили цели, то нужно, хорошо, скорректировали. Если нам это не нужно, ну окей, значит, нам легче будет от чего-то отказаться, потому что чем меньше вот каких-то внешних сторон, которые вас пытаются словно свести с пути истинного, я такое допускаю. Недаром же вот это как первое значение у нас именно выпадает. Есть и исполнение желания, но вот это именно какая-то пустота. Или то, что, ну, мы можем потерять время по пустым разговорам, но мы ничего от этого не получим. И радости-то, в общем-то, тоже.
Поэтому, может быть, это у кого-то и по отношениям, по знакомствам, может быть, и новым. Хотя об этом тоже нам не одно значение не сказала. Но мы уже все разные, правда, мои дорогие? Поэтому будьте внимательны с новыми знакомыми. Мало ли там кто нам что обещает. Или даже если нам что-то приятно. Не бежать впереди паровоза. Правда, быть немножко самим по себе. Итак, вот давайте посмотрим на картах Таро именно в динамике, в прогрессе. Если мы сказали январь-февраль, да? Поэтому оттолкнемся. Достанем по 3 карты на каждую сферу жизни. Любовь, личная жизнь, финансовая тема и тема ваших достижений, работы, учебы или документов, там у кого что. И то, что есть прямо сейчас, и как изменится ваша жизнь, или как изменится ситуация. Личная жизнь и любовь, что для весов, вот как карты видят, характеризует прямо сейчас. И что изменится до конца зимы, до конца февраля. Финансовое ваше положение или ваша финансовая история – это то, что есть прямо сейчас. Ну или, может быть, это со дня на день, а у кого-то это уже произошло. И что изменится до конца зимы. Сфера ваших достижений, работы, учебы – это то, что в обозримом, вот именно моменте сейчас. Плюс-минус тут какие-то дни. И посмотрим, как это изменится до конца февраля. Давайте будем узнавать, что же там по личной жизни. Вообще этого вы сами. Королева мечей, прообраз Юдифи. Может быть, это вот вы. Особенно, мои дорогие девочки, это вы сейчас словно можете стоять на выборе. Мне это нужно, а хочу ли я этого? А вообще, что в моей жизни я точно не хочу? Вот это, наверное, первый вопрос по этой карте, который мы должны себе задать. Мои дорогие мужчины, может быть, и есть какая-то женщина. Кстати, я могу предположить, что у вас нет с ней налаженного контакта. Нет, может быть, хоть несмотря на то, что часто ведь эти карты именно обрисовывают знаки зодиака стихии воздуха. Может быть, у кого-то, правда, близнецы, весы, водолей или асцендент в одном из этих знаков. Но все же эта карта не говорит о любви. Это карта такого холодного рационализма и того человека, который вынужден действовать самому по себе, надеяться на самого себя, действовать в одиночку, прообраз опять же Юдифи, и никому ничего не говорить. Я много уже об этом сказала по пасьянсу, поэтому любовь, личная жизнь, какая-то ваша задумка, она может быть осуществлена, если вы будете на своей волне. Анализировать то, что слышите, или то, что вам предлагают, или рассматривать разные варианты. Но независимость, она именно строится с того, когда вы, может быть, где-то кому-то что-то и не рассказали, даже если кто-то у вас пытается выпытать, как будто так. Но если мы говорим личную жизнь и про мужчин, ну, тут нам может быть такая, да, вероятность, когда ваш интерес к такой женщине, к девушке есть, а с ее стороны, в общем-то, может быть, ничего и нет. Или какая-то история, которая уже была, но завершилась. Вы можете сожалеть об этом. Кто-то может сожалеть о том, что, ну, может быть, и неправильно поступил. Или, ну, не скрою, вы что-то явно не просчитали. Невозможно просчитать королеву мечей. А вот вам, мои дорогие девочки, вот вас не должно быть возможно просчитать. Ладно, как изменится ваша жизнь. Не могу сказать с учетом вот этих двух карт, что что-то кардинально изменится. И объясню почему. Мужчины, скорее всего, ничего делать не будут, это точно. А вам, мои дорогие девочки, тут вы на своей волне. У вас каких-то очень много задач, и то, что вы задумали, вы, может быть, у вас будет отнимать очень много внимания. Но то, что нервов, какого-то эмоционального напряжения – это факт. Потому что вида не показать ведь нужно, правда, мы опять же возвращаемся к первой карте. И поэтому нужно дать себе отдых будет. Может быть, это и вы где-то мечтаете. Вот я завершу какую-то тему, или я разберусь с каким-то вопросом. Может быть, даже вы себе какой-то дедлайн поставили, да, вот четко, там, допустим, до конца зимы я для себя намечаю прояснить вот этот и вот этот вопрос. И если я вижу, что даже ответ нет, например, да, то для меня это тоже будет вариант или конечный какой-то пункт невозврата. Может быть и так, но то, что вы анализировать будете долго, может быть, это даже сопряжено с тем, что как вы вынуждены себя не проявлять. Но вот давайте мы все таки не очень понятно, да?
промежуточные карты достанем. Если мы говорим, мы смотрим динамику. Так вот, как будет меняться какая-то ситуация в личной жизни для вас, мои дорогие весы, особенно, наверное, для девочек, опять же. Ну, вот так карты подчеркивают, понимаете? Поэтому, мужчины, без обид. Даже глядя на эти две карты, ну вот посмотрим, что промежуточные подскажут. Но, ну и что, женщина, да, есть была, но явно тут не все. Это не та домашняя кошечка, которая будет буквально слушать и желать внимать вашему первому слову и последнему тоже. Нет, тут скорее человек сам по себе. Но спросим, что будет меняться с января по февраль. Будет что-то меняться, будет какая-то новость, будет известие. Может быть, мои дорогие мужчины, вы узнаете что-то об этой женщине. Может быть, вы узнаете об ее успехах, к примеру, запросто, с учетом туза Пентаклей. Или о том, что она куда-то отправилась, или собирается поехать, или каким-то видом деятельности, творчества занимается, или занялась недавно, как будто делает, строит карьеру. Вот почему нет. Ладно, мои дорогие девочки, но тут для вас явно какие-то первые шаги. Вы знаете, зачем вы что делаете. Вот здесь абсолютно точное понимание, зачем вам это нужно и чего вы не хотите. Почему? А потому что есть какие-то возможные отношения по пятерке кубков. Часто говорю словами Клаудио Пинейро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот кто-то и решит. Так, осколки я выбросила вчера, может быть, я это допускаю. А вот сегодня уж точно. Не то, что вымою, может быть, пол, а вызову клининговую компанию и вообще тут простерилизую ее, потом еще и прокварцую, словно операционную. Я, конечно, шучу. Но у кого-то могут быть и такие очень острые желания. Потому что есть какой-то другой шанс, есть другой путь, есть другой вариант, есть то или какой-то ваш интерес с учетом туза Пентаклей, чем заняться. Надоело какое-то, знаете, как прострация, когда ничего не меняется. Точно, вы тут переключаетесь на что-то другое. Скорее всего, это может быть вызвано решением какого-то финансового вопроса. Не до чувств, не до эмоций. Кто там вздыхает, всех прощаю, пусть вздыхают. Вот тут немножко будет у каждого из вас по-разному. Потому что нужно вот как будто с чем-то определиться, как будто что-то начать. Может быть, изучение. Кто-то может отправиться на курсы, и вполне вероятно, я такое допускаю. Может быть, вы там на курсах или, ну, осваивая какую-то, может быть, новую профессию или занимаясь каким-то делом совершенно случайно, вы можете познакомиться с человеком, может быть, даже с человеком, который моложе вас. Или вам может показаться, что человек незрелый, пусть он с вами, может быть, даже и старше или одного возраста, но вот он вас может этим заинтересовать. Но вы смотрите так немножко свысока. Вы не включаетесь в какие-то дела. И даже если какая-то дружба продолжается, то никаких эмоций. Может быть, есть какой-то общий интерес, я такое тоже допускаю. Ну так что ж там меняется-то с января до февраля? Кто-то из вас себе поставит такое желание основное — завершить ожидание. Я могу допустить, что для кого-то из вас много вопросов, которые касаются ваших детей. Вот, например, да? Или каким-то образом это будет с вами, с вашими детьми связано. Но тут вот самое главное — выйти из застоя. Вот я так думаю, что поэтому, мои дорогие девочки, вы можете, неважно сколько вам лет, вы можете себе поставить по личной жизни. Мне вот надо как бы и завершить, и словно отдышаться, привести мысли в порядок, чтобы что-то началось в моей жизни с правильной ноги. Ладно, финансы, что прямо сейчас? Выбор. Выбор нужно, правда, как будто вы сами чувствуете. Настала пора либо выбрать, может быть и так, да, или выбрать даже не сам по себе выбор, а есть одна, к примеру, работа или откуда вы получаете деньги. Но как будто этого может быть недостаточно. И кто-то, кто знает, вот будет изучать именно потому, что дополнительный источник дохода. Да, вы тут к изобилию, процветанию, причем по королю Пентакли это карта человека-консерватора. Но, может быть, и вам нужно быть, необходимо быть вот этим консерватором. Для вас, мои дорогие девочки, необходимо быть вот в таких более мужских энергий. Судя по личной жизни, у вас это здорово получается.
Да, вот тут как будто ведь весы, ваша планета-управитель Венера. Но, наверное, именно зимой. Не совсем про чувства, не совсем про эмоции. Что-то достало, вот так и хочется сказать. Вот не одна, ведь я много карт достала. Нет прогресса. И вы сами как будто вот по этой карте это мы уже точку ставим, складываем оружие, приводим мысли в порядок. Так это вот с чего начинается, это чем заканчивается. И промежуточные карты, тут есть такой момент. Есть и какие-то сожаления, может быть, это словно работа со своими эмоциями. Какое-то было длительное ожидание. Вот хочется управлять своей жизнью. По финансам также. Но энергии, они более жесткие такие, мужские, рациональные. Тут вообще опять же не до эмоций. И жезлы, дела, работа, бизнес. Ну давайте посмотрим, а как это меняется на протяжении января-февраля. Вы услышите какую-то новость. Или когда вы себе скажете, да, по рыцарю мечей, вот все, баста, так мне уже надоело, так уже больше не будет. Вы как будто готовы что-то менять. Но может быть и такой своеобразный триггер. Человек, который появляется в вашей жизни и приносит вам какую-то информацию. Может быть, она и так, если в целом ее рассматривать, она, ну, к вам мало применима, но, знаете, в каком-то проценте. Она может стать своеобразным таким волшебным толчком к тому, что вы перестанете что-то ждать или вот как будто включитесь в какую-то тему, или начнете искать какой-то выход, или создастся такая ситуация, как будто прежние методы не работают, или когда вы захотите для себя словно соломки подстелить. Иногда это может быть, причем знаете как, у вас жизнь может свести, и это почему-то на финансы, с каким-то человеком, который может даже сказать что-то обидное. Иногда и так бывает, что нам говорят какую-то глупость, гадость даже, да. Но до этого времени, может, мы и сами понимали, что нам нужно что-то изменить, но мы бездействовали. Но вот именно иногда бывает редко, но, может быть, для кого-то из вас это важно услышать. Но, тем не менее, вот такой не очень лицеприятный разговор, суждение или словно, знаете, это как шаблон какой-то на нас пытаются повесить. И мы всеми силами мы с этим не согласны. И это побудительный мотив начать что-то менять. Вот у кого-то даже так может быть. А у кого-то это потому, что вы будете заниматься какими-то документами, важными бумагами или решать какой-то денежный вопрос. Может быть, это связано с банками, с какими-то кредитами, с какими-то долгами, кстати, мои дорогие, у кого-то и так. И это тоже побудительный мотив, что все, я больше так не хочу. И как это будет меняться, праздник. Знаете, двойственная карта. По этой карте, конечно, первое значение праздник. Но всегда, как знаете, между двух огней есть и такое значение, когда третий лишний. А тут у нас персональная карта. Иногда по этим картам идут люди, наши близкие, даже супруги. И мы все разные. Может быть, кто-то из вас был, ну вот как помощь супруга именно, или супруга, может быть, даже, да, получала денег больше, чем вы сами. И какой-то период это был баланс. А к этому времени, может быть, уже и наш близкий человек, может быть, у него там какая-то история тоже финансовая, не самая, но именно в этот период, январь-февраль, который требует внимания, и он не может оказывать какую-то поддержку, помощь, и он вам скажет нет, или не будет где-то на прежний процент помогать. Вот я у кого-то тоже могу даже такое предположить. Может быть, это какие-то отношения и платежи по обязательствам, которые вы получали, ну, как, может быть, какая-то стипендия, или, может быть, это у кого-то, ну, правда, алименты, да, или какие-то платежи, пусть это не буквально алименты, но вам вот как будто деньги третьих лиц к вам приходили, да, и неважно, там чьи-то это деньги, или государственные, или какие-то выплаты, тут тоже может меняться, что-то не быть стабильным. И вы понимаете, что да нет, вот тут вот точно какая-то история ненадежная, потому что это я как будто между двух огней и третий лишний. Как это будет развиваться? Хм, ну да, вот все то, что я сказала, у кого-то нет помощи именно от того человека, на которого вы рассчитывали. И вам придется переигрывать, пересматривать, или задуматься, каким образом вы измените эту ситуацию и как вам лично действовать.
Давайте еще достанем, как это будет меняться. Снова нам карты «Будь сам по себе» или «Сама по себе». Потому что вот смотрите, здесь, правда, в этой колоде нам Чиромаркете не прорисовал кота, обычно черный кот, возле ног королевы жезлов. Здесь у нас собачка, друг, да. Ну, может быть, и есть какой-то друг, да, но, видимо, на друга надейся. Перефразируем эту поговорку, но сам не плашай, мы об этом долго говорили. Так вот, обычно символизирует вот этот черный кот то, что королева жезлов, она умеет сама и о себе хранить молчание, свои тайны, мы тоже говорили, но и о других. В итоге правильная работа с информацией раз и правильное распределение финансов два. Это ее сильные стороны. Вообще это бизнес-вумен. Поэтому может так статься, что для девочек более такой, для кого-то из вас, более как бы подходящий расклад. Ну, конечно, не обязательно, но просто вот много с первых карт каких-то таких моментов свидетельствований. А для вас, мужчина, вы можете увидеть, опять же, повторюсь, что какая-то женщина, с которой, может быть, история не сложилась. Она сейчас как темп набирает. Она сейчас как получает, может быть, признание, или вы случайно о ней что-то слышите, вас может что-то удивить, да, и вы задумаетесь, как и о себе, но почему-то много воспоминаний будет. Вот это да. Хотя для мужчин я тут вижу, скорее всего, у вас может быть по части финансов тоже где-то два короля. Это всегда либо, ну, какие-то инстанции, да, или какие-то согласования. Может быть, это, пусть даже финансы, но у кого-то жилищный вопрос тоже мы можем свести к финансам, или построение карьеры. Но тогда тут будет много взаимодействия, много разных разговоров и для вас, к примеру, вот именно у кого по части карьеры где-то, да, проигрывается. Тут какую-то сложную задачу, может быть, вам придется решать. Какие-то согласования, даже, знаете, как руководитель руководителя. Вы можете даже столкнуться с такой ситуацией, что к вам как ревизор, да, приходит или какой-то проверяющий. И с этого начнется как новая точка отсчета, которая может изменить где-то и вашу карьеру, или вам придется принимать какие-то важные решения. И тут и просчитывать финансово тоже. Но тогда для вас, даже пусть эта ситуация, вот вы ее не бойтесь, сложная, вы сумеете ее решить. И знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот в данном случае, как ни странно, ну, хоть мы и слышим часто, кризис– это возможности. Вот что-то подобное у вас может быть по финансам, какая-то перезагрузка. И это либо через карьеру, либо через работу, дополнительный заработок. Я не допускаю точно так же, кто-то может сказать «нет», допустим, прежним расходам или прежней помощи. Ну, видимо, сэкономил 2 раза заработал. Ваши достижения, что прямо сейчас, вы можете и чувствовать, словно в жизни что-то вот меняется. Да, нулевой аркан– это всегда начало-начал. Это как, знаете, трансформация, которая буквально вот-вот закончилась, да, и мы вынуждены уже переходить на новый уровень как, или новую какую-то стезю нашей жизни. Может быть, и вокруг вас много что изменилось, как и ваше окружение, как и какие-то законы. Может быть, вы оказались в новом коллективе, при новых обстоятельствах. И где-то карта говорит, ну вот новая точка отсчета, это правда. Но ведь и нельзя сглупить по этой карте точно так же. Вчера Маркетти прорисовал такого шута, как жонглера. Едва ли не больше, чем маг, да. Всем зодиаком манипулирует, жонглирует. Вот вам придется, может быть, и быть между двух огней. Приготовьтесь, вот на ваши достижения, в этом будет тоже прогресс. Быть легким на подъем. Кстати, по части работы и каких-то планов, у вас будет много планов. У вас будет много достаточно и оптимизма, и физических сил. Здесь вот самое главное не подзастрять, не пытаться повторить какой-то прежний маршрут или какое-то старое дело. Дай-ка вот себе вот так не говорить. Дай-ка я сейчас вот опять все заново, то, что я там когда-то пробовала или я пытался осуществить. Нет. Если что-то к вам приходит, да, как вот с обновленной какой-то версией, да, мы рассматриваем. Но это скорее нам на пересмотр высшие силы дают. Но сказать, что мы то, что нам знакомо, пытаемся как в реку войти дважды, скорее всего, нет. Ну так и что же там изменится? По пажу жезлов– это вот начало, да, нулевой аркан иногда называют хаос перед началом творения, поэтому некоторый хаос
мы можем ну, чувствовать какую-то неразбериху. Но, видимо, к концу зимы тут явно что-то будет, как основное какое-то решение, основная какая-то тема прояснена, словно выбрано направление, скорее всего, и многие из вас придут к выводу, что либо вам что-то нужно изучать, либо вам нужно себя, правда, свою жизнь перестроить. В этот период вам также, пусть это можно сказать достижение для кого-то из вас, сменить имидж. Сменить или уделить, может быть, внимание здоровому образу жизни — это тоже для вас будет достижение. Вам как будто нужно сломать, возможно, самому себе какой-то шаблон. Ладно, так а что же будет меняться на протяжении? Тут и правда, вы как будто, смотрите, мы говорим с чистого листа. Восьмерка кубков — это когда мы или уходим. Уходим, потому что смотрите, человек даже не оглядывается назад. Может быть, да, в этих кубках что-то и осталось, что-то есть ценное. Некоторые опрокинуты, но в некоторых вполне вероятно что-то и находится. Но уже не важно, уже не хочется. Не хочется оборачиваться. Я уже везде там был, все видел, знаю. Да нет, не лежит душа. Я просто иду вперед. И это ситуация выбора сложного, поиска какого-то выхода, у кого-то так. Но вы его находите. Что же будет меняться январь-февраль? А тут, смотрите, еще и внешние. Может быть, так в целом нам поэтому и выпадают такие вот карты, да? Потому что кульминация, колесница — это всегда как старший аркан, значит, вы будете взаимодействовать, понятно, с людьми. И через людей, через внешние события, через обстоятельства к вам приходят какие-то возможности. Я не утверждаю, но могу допустить, что у кого-то это будет связано вот на ваши достижения. Вам придется менять, может быть, как траекторию, для кого-то отправиться куда-то. Либо пусть, может быть, как работу вы ищете, вы согласитесь на какие-то командировки, иногда банально так. Иногда по аркану колесницы все же, опять же, на работу, на достижения. Ходили в один, допустим, в офис, а теперь этот офис в другом месте. Или поменяли работу. Раньше, наоборот, какая-то она была административная и непосредственно в офисе, а теперь вы будете работать удаленно на дому. А для кого-то из вас вообще вы будете изучать что-то третье, чтобы работать из любой точки мира. Ну, наверное, до бесконечности можно характеризовать карту колесница, когда мы должны время не упустить. Нам ведь тоже карта говорит. Вот смотрите, все карты вам об этом. Не оглядывайся назад. Вот этот человек по восьмерке кубков, он уже спиной повернулся к прошлому. Ну и нулевой аркан, мои дорогие. Хаос перед началом творения. Все уже старое, прошлое, но уже исчерпана какая-то история. Какая-то чаша испита до дна. И неважно, сколько там было минусов, сколько там было плюсов. Вот именно полный вперед. И колесница, возничий, управляет вот этой повозкой. Здесь нам Чаромаркетти изобразил двух сфинксов. Так вот, возничий управляет повозкой силой мысли. Ваш интеллект, мои дорогие. Много придется анализировать. Но в конечном итоге вот к чему-то, к какому-то знаменателю вы придете. Но это новый жизненный этап. Много перемен у вас может быть. Причем это даже и внешние где-то, да. Но больше, я бы сказала, это через ваше переосмысление, причем такое рациональное, через ваш интеллект, именно потому что что-то надоело. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки оставлю в описании под видео. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.